В этом видео о человеке, который сумел прославиться в мире фортепианной музыки, даже не будучи пианистом. Встречайте, дива альтернативного пианизма, богиня фортепианной игры Синди Элизондо, участница конкурса «Мисс Техас» 2000 года, чье фортепианное исполнение стало мемом задолго до ТикТока. Синди – 4-я вице-мисс Техаса. Она, конечно, могла бы остаться в истории как просто симпатичная девушка с конкурса красоты, но решила рискнуть и взять штурмом еще и музыкальную сцену. Так, вооружившись партитурой Шопена, она исполнила скерцо номер 1 си минор. Или, по крайней мере, попыталась. Но именно этим, в отличие от тех, кто ее критикует, и вас тоже, предчувствую ваши завистливые вбросы, вошла в анналы истории пианизма благодаря легендарному выступлению, которое бросает в дрожь и трепет каждого, кто видел и слышал его. Вы только представьте. Руки, смело бросающиеся на рояль, который не успел убежать. Что-то неуловимо знакомое в мелодии, рождающееся в непривычных гармоний, которые не успевают за вдохновением. И этот взгляд, полный драматической страсти. А платье – это не просто игра на рояле, это искусство, выходящее за пределы человеческого понимания. Каждый мимо взятый аккорд – смелое заявление, а развертывание и свертывание мелодического голоса, его музыкальное блуждание – это свободный и страстный улет, не попадающий в тональность. Это было исполнение, которое можно описать как «рояль страдал, Шопен плакал». Технические новшества, драматическое выражение лица, эксцентричная мимика – все что угодно, только не оригинал. Рояль явно не был готов к такой экспрессии, как, впрочем, и мы, даже спустя 25 лет, обсуждающие выступления в Суе. Синди – истинный новатор. Она доказала, что классическая музыка не должна быть предсказуемой. Ее интерпретация Шопена – это гимн индивидуальности. Интернет, конечно, в свое время был поражен. Критики до сих пор в шоке, называют ее выступление музыкальным шедевром другого измерения. А зрители просто не могут оторваться от этого зрелища и по сей день, судя по растущим просмотрам. Ведь как можно пройти мимо дивы, чьи эмоции и харизма захватывают вас в заложники, пока вы надеетесь услышать знакомый мотив? Ее выступление стало уроком для всех нас. Не важно, что скажут люди, важно, как ты сияешь на своем пути. Но не все были рады явлению. Некоторые бестолковые критики и пользователи интернета разнесли ее выступление в пух и прах, назвав музыкальной катастрофой и лучшим доказательством того, что фортепиано – это не просто мебель. Ну а не так просто. Грязь из-под ногтей. Ее выступление стало настоящим кринж-шедевром. Так что давайте сделаем вывод. Пусть у вас хоть раз в жизни будет момент, когда ноты летят куда угодно, а вы при этом взлетаете выше всех. Далее мы послушаем выступление, но у меня к вам заранее вопрос. Дорогие мои и не очень ценители искусства, вот это вот все следует спрятать подальше или все же вдохновляющая музыкальная экскурсия в мир альтернативного Шопена, щедро подаренная нам мисс Элизондо, заслуживает все-таки обсуждения через 25 лет. Шедевры же живут веками. Неужели некуда стремиться? Может быть, это недооцененный шедевр, который мы еще не в силах понять? Или музыкальная Одиссея, открывающая двери в мир другого Шопена? Жду ваших умопомрачительных реакций и эпичных размышлений под стать услышанному. Chopin is well known for the emotional and technical ability in his works. His scherzos best express his
showmanship. Performing Chopin Scherzo No. 2, Opus 20, is Cindy Elizondo, Miss White Settlement. Music is the universal language, and Chopin was the greatest composer of this language. Here to perform Chopin's Scherzo No. 1 in B minor, Opus 20, is Cindy Elizondo, Miss Gulf Coast.
Спасибо, что посмотрели, ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!